Привет, друзья! Пришло время послеобеденного выпуска и хотел бы ввести вас в курс последних новостей Германии и Европы. В Гиссене суд разрешил проведение митинга левыми активистами рядом с конференцией молодежного крыла «Альтернатива для Германии» АФД. И полиция усиленно следит за порядком на улицах города. Между тем, Китай расширяет свое влияние в мировой экономике и технологиях, постепенно изменяя привычный баланс сил и вызывая внимание международного сообщества. А в Берлине профсоюз Верди выдвинул серьезные требования к компании «Берлинские транспортные предприятия», больше отпуска, отдых между сменами и дополнительные выплаты. И исход переговоров может повлиять на работу транспорта в столице. А Фридрих Мерц удивил осторожностью. Вместо резких реформ он делает ставку на стабильность и компромиссы, вызывая споры в Германии среди сторонников и критиков. И еще один важный сигнал. Европарламент предлагает жесткие правила для соцсетей, чтобы защитить подростков от вредного контента и цифровой зависимости. Также Международный валютный фонд МВФ предупредил Германию, без реформ даже расширенный долговой бюджет не обеспечит долгосрочный рост экономики, а последствия нынешней пассивности канцлера Фридриха Мерца почувствуют будущее поколения. Про все эти последние новости часа кратко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии в Гиссене назревает напряженная политическая схватка. Суд разрешил левым активистам провести митинг рядом с запланированной конференцией молодежного крыла партии «Альтернатива для Германии» АФД. Первоначально власти пытались запретить это собрание, ссылаясь на вопросы безопасности, но суд признал ограничение слишком жестким. Акция левых активистов привлекла внимание общественности, так как ожидается участие около 1000 человек, готовых выразить протест против политики «Альтернативы для Германии» АФД. В ответ молодежное объединение АФД готовится к собственной встрече и заявляет о праве на проведение конференции без помех. Ситуация привлекает внимание на улицах Гиссена, поэтому полиция усиливает меры безопасности. На месте будут дежурить силы из разных регионов, чтобы предотвратить столкновения и обеспечить порядок. Суд подчеркнул, право на собрание является основополагающим, но участники обязаны соблюдать установленные правила безопасности. Исход этой ситуации зависит от соблюдения правил у самих участников и работы полиции для обеспечения безопасного проведения этого мероприятия. Следующая новость одна из самых важных. Мир сталкивается с изменением глобального баланса власти, и Китай занимает все более заметную позицию. По мнению экспертов, Пекин использует новую стратегию, которая направлена на постепенное расширение влияния в экономике и технологиях, а также на укрепление финансовых и торговых связях с другими странами. Эксперты отмечают, что Китай активно инвестирует в передовые отрасли, расширяет свое присутствие в глобальных цепочках поставок и усиливает влияние в международной логистике. Такие шаги создают вызов для Соединенных Штатов Америки, традиционного лидера мировой экономики, и постепенно меняют привычный баланс сил. По словам аналитиков, сейчас ключевыми факторами глобального влияния становятся именно технологии, производство и экономическое сотрудничество. Следующая новость посвящена условиям труда и защите прав работников в Германии. В столице Германии, в Берлине, профсоюз Верди выдвинул серьезные требования к компании «Берлинские транспортные предприятия». Работники хотят, внимание, увеличить отпуск до 33 дней, установить минимум 11 часов отдыха между сменами и получить дополнительные 500 евро отпускных. Это не требование к зарплате, а просто попытка улучшить условия труда, особенно при тяжелой смене работы в транспорте. Переговоры между Верди и Берлинским транспортным предприятием запланированы на 13 января 2026 года. Трудовой спор обсуждает возможность предупредительных действий работников, если стороны не придут к соглашению. Версия прошлого раунда, напомню, которая состоялась год назад, показала, забастовки в Берлине способны парализовать общественный транспорт. Для тысяч водителей, механиков и другого персонала берлинских транспортных предприятий это требование дела жизни. Многие работают в ночные и ранних сменах, часто без нормального отдыха. По мнению Верди, без улучшения условий транспортной системы Берлина не сможет функционировать стабильно. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Фридрих Мерц, напомню, это тот самый политик, которого на выборах называли
Реформатором сегодня демонстрирует совсем другой стиль. Вместо обещаний резких перемен он выбрал осторожный тон, умеренные слова и ставку на стабильность. Он все чаще выступает не как провокатор, а как гарантия порядка. Вчера на встрече, напомню, с работодателями Мирс не предложил кардинальных реформ вообще, а пообещал поддержку экономики, умеренный бюджет и защиту бизнеса. Многие, знакомые с его прежним образом, удивлены. Агент перемен, который обещал экономический перезапуск, похоже, превратился в канцлера сохранения. В сторону реформ сделал шаг назад, а в сторону осторожности и компромиссов, наоборот, шаг вперед. Для многих в Германии это повод для обсуждения. Критики считают, что осторожная позиция Фридриха Мерца может быть недостаточной для решения накопившихся проблем. А вот сторонники считают, в непростые времена важнее не реформы, а стабильность и надежность. И это только начало. Европа готовится ужесточить правила для соцсетей. Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой предлагают установить единый возрастной порог минимум 16 лет для самостоятельного пользования социальными сетями, платформами для видео и чат-ботами на основе искусственного интеллекта. По задумке, пользователи от 13 до 15 лет смогут пользоваться соцсетями только с согласия родителей. Для детей младше 13 лет доступ предполагает запретить полностью. Главная причина – это увеличение числа подростков, испытывающих стресс и перегрузку из-за соцсетей, потенциальной зависимости и воздействия контента. Европарламент подчеркивает, что цифровые платформы должны быть безопасными для несовершеннолетних. Кроме возрастного порога, депутаты предлагают запретить нацеленную рекламу, то есть алгоритмы, затягивающие пользователей, и так называемые игровые механики. Это все то, что усиливает зависимость и негативно влияет на психику. И хочу обратить ваше внимание, это важно, вы должны понимать, что такое решение не является законом, оно лишь выражает позицию Европейского парламента. А дальше еще интереснее. Международный валютный фонд МВФ предупреждает о возможных экономических рисках для Германии. Эксперты фонда предупреждают, у страны нет повода для расслабления, несмотря на планы расширенного бюджета. По их оценке, экономика столкнется с серьезными проблемами с учетом демографических изменений, уровня производительности труда и мировой конкуренции. МВФ прямо говорит, если в Германии правительство канцлера Фридриха Мерца не проведет реформы, например, такие как снижение налоговой нагрузки, дерегуляция, стимулирование инноваций и инвестиций в цифровизацию и инфраструктуру, тогда даже дополнительные расходы государства не обеспечат долгосрочный рост. Иными словами, то, что выглядит как финансовый простор, может обернуться экономическим тупиком. Также эксперты фонда призывают Фридриха Мерца к более решительным шагам уже сейчас. Иначе рост экономики останется слабым, рынок труда продолжит испытывать давление, а долг Германии, наоборот, увеличится. И бездействие правительства Мерца будущее поколение немцев могут столкнуться с экономическими трудностями. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.